Доброе всем придоброе, амурское. Последний день уходящего года, 31 декабря. Что-то не пойму, какой-то снежок идет, что ли? Мороз на улице, какой снег? Новобурейский. Такая ничего, стоянка тут неплохая. Вот, видите, Вольво стоит. Я заехал, стал. Парень подходит. Алексей Николаевич, там туда-сюда разговорились. Димка. Коллега. Ну, коллега и по работе, и по блогерскому цеху. Канал у него Негабарит 116. Я и не знал. Заглянул, посмотрел. Так. Особо некогда было смотреть. Краем глаза кинул пока, потом посерьезнее посмотрю, когда время будет. Мне понравилось, интересный канал, так что всем рекомендую. Ссылочку оставлю в описании. Подписывайтесь. Сейчас расцветет. Он проснется. Мы еще с ним позадаем ему пару вопросов. Говорит, особенности национальной охоты, говорит, особенности национальной перевозки негабаритов. Может, что расскажет интересного. Как раз вот только-только светать начинает. 8 час. Вот. Мы вчера целый вечер с ним сидели. Встретились два одиночества. Я, говорит, никуда не спешу, ты во сколько поешь? Я говорю, как расцветет? Говорит, а мне, говорит, тоже торопиться некуда. Так что сейчас он это проснется, светло станет. Мы ему зададим пару вопросов. Может, ответит. Смотри, пожалуйста, у меня с правой стороны колеса все кружат. С той стороны? Я не вижу нихуя. Давай. Все крутится хорошо. Да, когда морозом постоишь, конечно, лучше кинуть взгляд на колесики. Частенько прихватывает морозом колодки. И все хорошо, коллега, можешь ехать. Все отлично. Левое это он видит, а правое, в правое зеркало плохо видно. 34-й. Воронежский. Давай с наступающим, коллега. Удачи. Фу. Блин, мороз. Все. Шнобель замерз уже. От мороза лос. Пойду самовар ставить. Греться. Так коллега ботинок и потерял. Здесь Вольво стояла. Вечером, ну, видим, что ботинок валяется. Мы ему на подножку положили, он зашторенный был. Так он поехал. Без ботинка. Блин, мои, видите, плавятся от автономки. Под автономкой стоят. Я не знаю, 15 минут 9-го. Димка, ты спишь? Как бы я уже бы вообще-то, наверное, и поехал бы. С учетом того, что еще час надо добавить. Уже 10-й час. Постучим. Давайте постучим. Цегель, цегель, ай люлю. Я тебя не показываю. Нет, сейчас я Здорово. Ну я уже как бы это поеду, наверное. Так давай там, если что. Выходи, воздухом подышим. Видишь, снежок идет. Огонь. Давай, мы тут... У нас тут с людьми пару вопросов по негабариту возникло. Давай, давай, давай. И показывать не буду, там, ну, 18+. О, Гамарджоба Геннадьевич. Здравствуйте, здравствуйте. Как спалось? Давай. Снег у нас пошел, ты видишь, что Ладно, чуть-чуть, не нужно лить. Сколько не было?
Минус 12. Понятно, что не плюс. Нет, а в этом, на Владике плюс 5 было, я стоял, все тепло. Я говорю, там лето было, весна. Поедем погреемся. Да. Это как Джамбул, говорит, там моя мама, там тепло. Вот. Так что, братцы, вот Дима, вот его автомобиль. Канал не говорит 116 Рус, еще раз повторю, ссылочка в описании. Ну, Дим, рассказывай, куда ты этого? Этого куда? Этот едет, заказал частное лицо, его на Ижевск везу. А это бонус, да? Как Это бы, бонус, это нагрузка. чтобы нагрузка на ось Да, у была. нас, если заметили, сделали специально длинный гусак, что мы стабильно их возим. А, То есть это просто догруз такой, как бы чисто догруз. ну и на ось что-то еще больше Да, на ось поддавливает. это хорошо берется, потому что Сколько это? телега не раздвижная идет и как бы точка. А, у тебя не раздвижная телега, нет? Нет, нет. А, И уже точка, как бы, чтобы давить одним грузом. ну я Да. понял. Ни разу вот на трале никогда не ездил, ни разу не работал. Не говорит, раз 5 подтягал. Ну, А этот везу уже на Екатеринбург, в официальном дилере GCB. Ого. Уже они начали китайской техникой торговать, так сказать. цепочки. И сколько он весит? Этот 22, ну вот как бы написано. Но по документу почему-то 23, для меня тоже удивительно. А это наш получается? Это их маркировка, да, но как бы Ага. типа тоннаж идет. Все, я понял. Новые совершенно они тоже. Ну понятно. У тебя он же по ширине, да, получается? Только ширина? Ширина, только ширина. Высоты нет в нем, да? А, ну да, он же ж это. Самое интересное тоже, я всегда удивлялся, то есть приезжаешь грузить с экскаваторами, и некоторым надо ставить аппарели, чтобы заехать. Но Этот запрыгнул без аппарели. сам себя? Сам заехал, да, то есть отжался ковшом, сам заехал. Упал, отжался, да? Ну, молодцы. А с аппарелями сложно, да, загонять? Оно не то, что сложно, оно нормально, просто на снегу аппарели там, как бы, гусеницы немножко двигаешь, чтобы Но, гонить его, и аппарели тоже по льду двигаются, по снегу, блин. Летом проще. А это как бы в ящиках они лежат уже, ну, надо доставать это, выкладывать. Многие быстрее, давай, сейчас, так, оп, отжался, он запрыгнул. Я понял. А как в этом фильме, несчастные случаи были на стройке? То есть, когда заезжал, что-нибудь У кувыркалось? меня видео есть 2 раза. Один раз кран загонял, кран на базе Краза. Но. Вот. Он заезжать начал, пробуксовал и его стащило. То есть он потом сам отжался на пеньках, там, ну, видео. Ну, не лег ничего, да? Не успел. Не успел? Слава богу. Слава богу, да. Отжался он, поднялся, я из-под него выехал, опустился, как бы потом уже... У нее колеса были, с обочины загоняли, колеса в грязи были, и Ага. он нарастил. А, и соскользнуло, ну я понял. Так как бы это... Еще случай был у нас в конторе, товарищ мой, коллега, вез бочку цистерну, как она, тепловозную, что называется, железнодорожную. Вот. Ну. Вот, приехал тоже выгружать в поле, там ребята для чего-то, для сельхоз каких-то купили, для воды. И тоже, как выгружать? Сейчас кран приедет. Ну, час, говорит, стоим, 2 стоим. Экскаваторщик долго не думает, говорит, бруски подставили, говорит, ковшом хлоп, она, говорит, прыг и ровно встала. А я, говорит, ну, водитель, коллега мой стоит, снимает, мне скинул. У нас был в той конторе Тверстроймаш прицеп. Ну, я и девочке-менеджеру по развитию рекламы скинул эту ролик. Она его выставила, короче, у себя на страничке ВКонтакте, там в соцсетях. И нам прислали на фирму там термос, кружечка. Короче, за быструю разгрузку мы первое место взяли. Самая быстрая разгрузка, да? Так и назвали её, да. То есть она прям так аккуратно слетела, блин, все. Ну, видишь, человек, значит, это с понятием опытный получился. Да. Ясно. Так, Ну, не габарит, веселая тема такая. я в курсе. Проходил. Со Я- всех сторон. Я же говорю, я еще, конечно, по сравнению с тобой, да там детский сад, там что-то там, штук 5 этих негабаритов за свою жизнь повозил. Но тоже доводилось мне.
Ну вот так. Ну вообще, на одной ноге, ну, наверное, тяжеловато с телегой, да? С этим. Ну, она сама по себе, сколько она сама по себе весит? Ну вот это именно прицеп, у него идет этот, как это, супер там сталь 700-я. Ну, Вот, он что-то в районе 8 тонн. блин, да, я ее поставлю. У меня уже руки отверзают, не держать. В районе 8 тонн он весит и ну, облегченный прицеп. То есть тот у меня первый прицеп был, там, если кому на видео посмотрит, он тоже четырехосный, но там ося раскинуты были и раздвижка. Он 12 тонн был. 12 тонн это пустой. Только пустой, да. Только тара, как говорится. Здесь как бы я даже гружу 25 тонн, 26 экскаватор, и я по весам прохожу практически все, да. Отлично. Куда тягаете? Везде, наверное, уже все. В зимники, наверное, облазил, нет? На зимках был? На Сахалине был, на магистральную Зюзку туда ездили, был. За Абакан ездил, тоже там эти горки в Чигирях ездили. Ну вот это с находки ездит. Тоже как бы экскаватор. Спорта, да, получается? Вот приплыл, я приплыл корабль, разгрузили. Там их тьма тьмущая. Работа не початый край Вообще, Возите, я говорю, возите. говорю, что в Благовещенске грузились этими экскаваторами. Там просто начиная от маленького, который весит 2 тонны, и кончая там БелАЗами и 50 тоннами. Там просто ряды стоят, и думаешь, блин, китайцы молодцы, они там штампуют их как будто А что? на ксероксе. Рынок-то надо захватывать. Ну, те, кто не хотят поставлять, найдутся другие. Вот я обратил внимание, по трассе уже и по 2 тащат. Сколько их видел, тащит, видел, просто видел, ну, да. один не габарит идет. Караванами, тащит. да. Я говорю, мы уже тут один гаишник остановил тоже. Вы, говорит, куда их тащится так, ну, много? Говорит. Я говорю, не знаю, вроде бы сказали, где-то Подмосковье, Черное море хотят отрыть, говорю, ну, чтобы далеко не ездить. Он ржет стоит. Сделал вид, что он тебе поверил. Да, Понятно. как-то так. Ясненько. Ну, лады-то да. Я, наверное, почапаю потиху. О, распогаживаюсь, что вы. Я сейчас еще теплее ставить нормально. Поеду в Хабаровск, новый пост встречать. Ну все, ребят, ладно. Так что еще раз повторяю, подписывайтесь. Серьезно. Есть что посмотреть. Ссылочка в описании. От меня всех хочу поздравить подписчиков Алексея, всех Алексея твоих близких, родных. Спасибо. С наступающими праздниками. Когда люди Всё. будут смотреть, уже будут с наступившими, но в режиме реального времени еще пока с Ну, наступающими. значит, с наступившими. Тогда, ребят, вас всех с Новым годом. Да. Счастья, здоровья, успехов и благополучия в ваших семьях. Присоединяюсь. Ну что, Дим, давай с наступающим. Увидимся еще. Буду пробовать ехать. Хочу сегодня по-светлому. Ты под знак поедешь, под кирпич. Правильно, не такой уж он и кирпич, согласен. Не, я под кирпич не поеду. Я поеду через заправку проеду. Да, вчера так вечер был насыщенный, мы просидели с ним. Сколько, я в 7 приехал, в 10 мы разошлись, сначала 11. 3 часа. Ну, тем для разговора много было. То то, то это. Перепроложить Так, мои колесики. Ну, даже не крутиться, я думаю. на следующем повороте. Поверните Слева крутится, справа не знаю. Пускай там никого не едет. Что-то да, немножко. Ну, этот снег такой какой-то снег, он не прикатывается. Но учитывать его присутствие на дороге тоже нужно. Что, на сегодня план какой? До Хабаровска.
Вчера вечером так загрузку мне и не дали. Была надежда все-таки маленькая, что может быть на 3 число что-нибудь дадут. Увы, она скончалась в страшных судорогах. Я имею в виду Надежда. Но так как она была маленькая, то, в общем-то, сильно большого потрясения не получила. Как бы я настраивался на то, что все так быстро не будет. Учитывая то количество машин, которые уже там, в Владивостоке, которое туда идет. Что тут у нас? Новобурейский пост. Он сотрудник скучает на дороге. О, весы поставили. Оп. Что я не помню, чтобы мы через них проезжали, через эти весы. Ты, ман, замерз в передачах, запутался, что ли? Ну, что-то с передачами он тут. Примерзла коробка, поэтому задумывается при переключении. Сейчас у нас Стелла будет. На Стеллу заезжать мы не будем. Все вы ее уже видели не один десяток раз. Я имею в виду у меня. Я имею в виду вообще. Москва, Владивосток, все спокойно. Подшлифовывает чуть-чуть горочку. Лады. Буду это стекла оттапливать. А, это ж у нас сейчас, да, сразу же это Новобурейская ГЭС же будет. Или не Новобурейская, или просто Бурейская. Или Новобурейская. Река Бурия. Надеюсь, с этим не ошибся. И все, видите, не замерзшая. Потому что тут пару километров туда вот просто не видно из-за дымки этого. Этой. Там ГЭС. А там, где ГЭС, вода теплая. А мостик-то, смотрите, какой прикатанный хорошо. Хорошо прикатанный. Поехали, Арбайтен, последний день уходящего 2022 года. Прикольно. Завтра уже настанет 23-й. И мы будем бронзовые призеры этой пальмы первенства. После первой будет Камчатка, но они лидеры. Потом Сахалин, а мы уже это. Бронзовые призеры данного соревнования. Третьими встретим Новый год.
дорогу держит. Хорошо, впереди он даже вроде как что-то типа солнышка. Я смотрел, вот, Биробиджан ясно, Хабаровск ясно, Владивосток тоже вроде как ясно. Switch. Вот мы и зашли в Еврейскую автономную область, в тот часовой пояс, которым будем встречать Новый год. Плюс 7 в Москве. Так, 4:30, 11:30. До Нового года мне осталось здесь 12,5 часов. 344 километра до Хабаровска. Ну, получается, мы будем не в Хабаровском крае встречать, а еще в Еврейской автономной области, потому что эта стоянка перед Амуром, она, получается, еще здесь находится. Хабаровский край уже начинается там. Короче,
Амур, граница. Я так думаю. Так оно и есть. Что-то там, ну, пару подъемчиков так было немножко скользковато. Он зашел уверенно, но так. Круиз пришлось отключить. Подшлифовывал. Ну и на спусках так что-то приходилось придерживать, потому что он так, это с поворотиками такие, и видно, что асфальт не очень надежный. 19, такая, видите, дымка такая, что-то тут. Солнышко где-то там, за сопками. Сквозь эту дымку прорваться не может. Ну, все комфортно, все хорошо. Если я не ошибаюсь, хотя большая вероятность этого есть, наверху этой горы и будет наш кофейня, стоянка, Поляна. Смотри, какая погода, а. Мечта туриста. 15 градусов. Сухенько, гладенько. Еврейскую почти всю сделали. Маленький кусочек такой так потряхивает. Ну и то по-божески. Но чувствуется, что там ветерочек такой слабый. А может и не наверху этой горы. Я же говорю, что вероятность ошибки очень велика. Гора хорошая. 220. Ой, нифига себе, манда. С 12 сразу на 14. Ой, 14 на 12 переключился сразу. Гора, короче, большая. Не, наверное, все-таки не здесь. Еще не доехали. Что еще 40-ник, в принципе, до Биробиджана. Ну, похоже. Тут право-лево подъем идет. Не здесь. Сорян. Это не тут. Снега так не очень много. Нормально, но тоже. Слой небольшой лежит. И вверх-вниз, вверх-вниз. Тут пейзаж такой. Горы можно и перепутать. О, какой спуск. Серьезный. Не тут. Едем дальше. Ждать Коляна. Искать, вернее. Может, на следующей горе нет. А может, и хрен его знает. Не, ну еще рановато. Там это вот что-то без Биробиджана. А что Биробиджана-то мы еще не доехали. Так что это не то. 7% с поворотом. Рекомендуемый полтинник. Да, поворот хороший такой. Крутоватый. И снова вниз.
сел, этого не заметил, что я превышаю допустимую скорость. 12 градусов тепла, мороз. Это как когда-то с Омска возвращались, там что градусник, ну, сканер 44 показывал. И все, и ниже не показывал. Нет, 40 показывал. По-моему, да. Или 39, или 40. А ниже все, как бы, производители сканера просто, ну, не представляли. Это еще старая скания была. Старая версия. Топлайн, правда. Что еще ниже температуры бывает. И потом он рисовал только черточки. Сколько за бортом, там не могу сказать. Я просто на другой машине, там я 44. Я видел именно, вот я ехал в 44. А тут с Омска валим с коллегой. Что-то выгрузили, и мы в сторону Тюмени шли. Мы шли на Первоуральск грузиться. И все, едем, стекла эти замерзшие. Еще кассетные магнитофоны тогда были, там, с этим атомами, под кассетником. Окошко себе заскребал, потому что, ну, не видно зеркало нифига. Лючок себе делал. Когда едешь на эту машину, молишься, чтобы она, ничего с ней не случилось. И вон в Тюмень приехали. После 40 сколько там было? Ну, ниже 40 однозначно. В Тюмени 29. И в трусах по улице бегали. После этого я приехал в Первоуральск грузиться. Ну, мы потом разъехались. Я один приехал в Первоуральск грузиться. Там что-то градусов 12, наверное, как сейчас было. Нужно было автономку не включать. После 40 минус. Сколько, не знаю. Так и сейчас. Вот 12 градусов. Ёлки-палки. Сейчас слово, я не вру. Обалдеть. Колян, видите, тут немножко поровнее. Так у него. Потом горка начинается. Какой я тут раз еду? 4-й, 5-й. Еще не выучил данную местность. Все, сейчас заезжаем. Время у нас... Господи, я каждый раз сколько это 7, например. А что у меня на телефоне есть? Без 22. Отлично. Пойдем СПА-процедуры. Надо как этот смыть прошлогоднюю грязь, чтобы со следующего. Где тут стать? Сюда. Если что, потом назад выедем. Давайте. Блин, тут потом назад еще тут на этих буграх можешь встать и потом назад не выехать. Такое может быть. Видите, какие бугры? Упрется куда-нибудь колесиком и будешь тут шлифовать. Пустой. Надо чуть поровнее поискать. У нас есть дырочка. Ау! О! Для пута. Вот сюда вот мы и встанем. На следующем Тоже повороте бугры, и не такие поверните направо. бугристые. Мороза нет, уже будет это. Может начать и подбуксовывать. И стояночка маленькая у него. Место хорошее, но стоянка маленькая. Сколько тут машин влазит? Машин 30. О, пошли! СПА, все остальные причитающиеся дела делать. Нифига! Не сходил я в душ. Там такая колейка. Человека 4 сидит только это. В очереди ждешь, чтобы помыться. Ё-моё.
Я хоть и не спешу никуда, но сидеть там в колейке что-то у меня никакого желания нет. Поедем сейчас дальше, там что же еще стоянка есть? Может там поменьше людей, потому что ну здесь у Коляна всегда толпа народу. Поедем туда. Нет, я сегодня в этом помоюсь. Там, где ночевать собираюсь. Простите, там еще час сидеть только в очереди, чтобы душа дождаться. Как-то меня это не очень такой вариант прельщает. Поедем дальше. Да. Сын, выйди, потом пойдем покушаем, да? Да. Ну, сразу сейчас топливо посчитаю. Не до заправки 3 километра. Так, у меня в баке 498, ну 500 литров. Так, ехать мне до Владика 1000. Расход, я смотрел, 24,3. Это надо сжечь грубо 240 литров. Так, 260 остается. 300 мне можно. 40 литров заправить надо. Хомут черный есть? Ну, хомут пластмассовый есть? Сотку зальем. На всякий случай зальем сотню. Вот есть у вас? Говорю, ради 60 литров заезжать. Смех. Оказывается, педаль надо мне пристегнуть сделки. А то этот датчик нам, мы в Новосибирск поедем. Придется в Барнауле покупать, если будет. Или в этом Чите посмотрим в магазине. Есть, наверное, сейчас посмотрим. Значит, сейчас сначала заедем, заправимся. Там же, где заправимся, там и покушаем. Не очень-то уже принципиально. Солянка она везде плюс-минус должна быть. Или что тут, чем тут угощают? Не хочется, просто не хочется. Ну и плюс это, тут у Коляна, не знаю какой, мой интернет здесь хреновый. Аж плюс и такой, подгулявший. А вот там дальше, куда вот я думаю заехать, в прошлый раз я там ночевал, там вроде хороший был 4G. Ладно, не сотку, 80 литров залью. Как раз еще ночевать там туда-сюда. Сегодня, завтра и там еще потом неизвестно сколько. Я так понимаю, что раз с ограничением дают, значит это. Потом назад будем там в Приморском крае заливаться. Так а чего ехавший туда сразу полные баки не залить? Ну, остаток 300 литров, я ж назад все должен где-то заправляться. Так ехавший бы туда залил бы полные баки и все, и голова бы не болела. Ну ладно, часть-то виднее. Сказали сделать так, значит сделаем так. Сейчас мы вот посмотрим на этой заправке, как здесь зальют. Четко, нечетко. Что вообще за заправка? А потом уже та стоянка будет. Я захожу, там мужик, я видел, там ботинки стояли на входе, там как бы на входе надо разгнуться, там уже в тапочках идти. И, ну, 4 коллеги сидят на этом, сидят на диванчике в очереди. Ну, не. Просто так сидеть. Лишь не в принципе, стоять только. Вот здесь не заправляться уже. Заправка здесь. Это мне показывало просто до разворота, типа здесь поворота направо нет. Ну тоже какая-то ННК.
колонки новые. 700 метров. О, здесь даже, видите, и без нарушений заезжаю. Здесь колонки не 80-го года, как на той, которая за этим. За Амуром там Хабаровске. Я говорю, мой батя там когда на молоковозе на таких колонках заправлялся. Эй, мам, ты чё буксуешь? Давай, родимый, давай, до заправки до колонки надо тянуть. Красавчик. А почем топливо? 64, что ли? 62. 62,72. Гуд. Пойду я, в общем, зальюсь. Потом поедем. Плаваем. Вроде бы сюда. Да, другой нет. Ага, сюда. По топливу не знаю еще. Не отуплился этот компьютер. Должен же он у них-то тут душ быть. Ну тут машин нету, видите. Зато тут Нюрка есть, но мы к ней не пойдем. Мне надо со сгущенкой идти, а у меня сгущенки нет, я не купил. А она дама серьезная, может обидеться. Кафе Раздолье. Интересно, может тут нету душа? Гостиница написано. Там. Гостиница, зарядная станция, прачечная душ написано. Есть, значит. Пойдем, посмотрим. Думаю, сначала схожу, спрошу. Есть, нету. Все, есть. Сейчас пойду, вещи возьму. Потом будем обедать. Ладно уже это. Пойдем извинимся перед Нюркой. Если она, конечно, соизволит выйти. Нюрка! Что не видать? Может, ее нету? Что ее увезли куда-нибудь? Или она там спряталась? Я не вижу ее. А, не, он лежит. Морда торчит. Спит. Видите, без сгущенки пришел и все. Говорит, что ты приперся? С наступающим, девушка. Даже это. Говорит, что ты без подарков-то? В следующий раз. Вот сейчас в магазин заеду. Завтра. Обязательно куплю банку сгущенки. Все, видите, нормальная душа. Пойдем посмотрим, какой душ, конечно. Машин нет, очереди нету. Сходим, помоемся, потом пообедаем. И, видите, мне даже снег уже тает с машины. Тепло. Весна. Ну что, как бы все будет. Главное, чтобы вода теперь текла. Хорошо. Только вот это вот не очень хорошо. Куда тут вешать шляпу, куртки. Ну, помоемся, покушаем, потом скажу. Смотрите, как тут уютно. Шикарное кафе. Заказал себе солянку. Сейчас принесут яичницу. Что-то мне так захотелось. Блинчики с чаем. Душ просто офигенный.
Водичка ровненько течет, горяченькая. Прекрасно. Еще все к этому кальяну едут. Ну, может быть, там тоже хорошо. Я когда кушал, не сказал, что там уже прямо там суперски. Ну, все верно сделал, что здесь остался. Так что сейчас обедаем. И покатили. Знаете, какая красота. Не откладывай на следующий год то, что можно сделать в этом году. Где-то я помню, тут в какой-то из деревень я тут в какое-то сельпо заезжал. Надо же заехать Нюрке сгущенку купить. Я же забуду. Память дырявая, я потом забуду. Сейчас где-нибудь надо магазин продукты. Так, ну тут я на обочину съезжать не буду, потому что... А, вот я вот сюда заезжал. Здесь я с этой стороны на обочину не хочу я съезжать. Коварная эта штука зимой. Обочина, даже если с виду кажется почищенной. Сейчас где-нибудь что-нибудь найдем, тормознем. Пойдем, сходим. Времени-то в вагон. Тут ехать осталось 100 километров. Время... Господи, опять надо прибавлять. 20 минут 5-го всего. Я что-то сейчас ехал, подумал. Все-таки отложим поход за сгущенкой для Нюрки до следующего года. Хоть будет завтра чем заняться по дороге. Просто это сейчас пойдешь в магазин, еще дурку вызову. Скажет, все за водкой идут, да этот за сгущенкой пришел. За 6 часов до Нового года. Да ехать тут уже осталось километров 10. Вот за Адблю мы сейчас на Роснефть все-таки заедем. Нифига себе. Это мне что, красный свет? Паровоз едет, что ли? Ну ладно. Нельзя ехать. А где тот паровоз? Вот он стоит. Так он тут будет все время стоять. Не знаю. Вроде все стоят. Давайте и мы постоим. Он стоял и нет, вот поехал. Думал, он тут будет до 1 января стоять, и мы вместе с ним. Вообще дорогу перекрыл. Ха, остановился и все. Что-то там маневрирует, а он не длинный здесь. Груженые вагоны там, да, углем груженые. Это самый нетерпеливый, вот видите. Под поезд давай, ныряй под этим, между вагонами, так нырк туда. И поедешь вместе с ним. Нет, я первый поеду. Ты как это ты впереди меня оказался? Ты что? Я первее стоял. Смотрите, да? Бесплатный цирк. Как ты посмел меня объехать? Ты что, рамсы попутал или что? Интересно, они тут сейчас ДТП устроят или нет? О, третий. Негоже, там целых 4 машины стояло
Надо их объехать, стать. Ой, блин, цирк уехал, клоун еще тут. Клоун еще здесь. Пошли, пацаны! Первый пошел! Второй пошел! Третий пошел! Все поехали, все побежали, да? Че, и я побежал. Главное одному показать, и все, что можно ехать. О, теперь и мы поехали. Теперь и мы побежали. Повеселили, да? Обалдеть. Так это, потеплело. Скитали стал опять отблюкущить. Мы сейчас заедем. Еще канистрочку возьмем. Та пускай, которая в запасе, та пускай лежит, она уже явно замерзла. На той стоянке, на Роснефти, что напротив стоянки. Потом на стоянке ее залью. И на этом, как бы, наверное, уже в этом году все. Не получилось с Адблю. У нее там технический перерыв до 19:00 еще целый час. Да и фиг с ним. Куплю завтра где-нибудь. Мне не принципиально. У меня литров под 60 есть там. Литров 55, наверное. Ну, пока по датчику показывает. Поэтому оно мне не принципиально сейчас. Вот здесь, вот там вот будем встречать Новый год. Ну, правда, тут нырять я так уже нагло не буду. Мы поедем, заедем вокруг. Стоянка свободная. Мест валом. Приамурский. Ага. И 11 километров до Хабаровска остается. Амур будем уже завтра пересекать. Давай, ехай, ехай, ехай. Все вкусное съедят без тебя. Ты медленно так едешь. Транспортный контроль. Ха! Прикольно. Затем на следующем повороте. На следующем повороте. Тоже уже пацаны Новый год готовятся встречать. Резко поверните направо. 6 часов еще до Нового года. На следующем повороте резко поверните направо. Затем используйте второй поворот налево. Все, Маша, я тебя сейчас выключу и все. И в следующем году услышимся. Так, куда нам здесь кости кинуть? Я думаю, вот сюда. Да, сюда мы и поставим. Я сильно сомневаюсь, что нас здесь заставят. Вот возле этого прицепа. Сейчас сюда и затолкаемся. Там-там-там-та-тарам. Там-та-тарам. Скоро будет елка. И
Если Дед Морозу дети песню не пропоют. Так, главное не перетолкать лишнего. Какая-то мусорка. В эту мусорку не упереться. Ну и все. Гуд. Отработали, не скажу, что в этом году. Мы же все равно на работе, правильно? Но то, что езда 2022 года на этом завершена. Ну, какие тут итоги можно подводить? Это был тяжелый год для всех. Но ничего, справились. Завтра настанет Новый год. Ничего не изменится особо. Богатство сверху на голову не свалится. Здоровье, если его нет, не появится. И надо беречь. Что изменится? Циферка изменится сзади. Вместо двоечки станет троечка. Ну и в следующем году на год станем старше. Как я выдал. Сам в шоке. Поэтому, братцы, еще раз всех, ну, в данный момент с наступающим. Понятно, что уже, ну, то, как хотите, могу с наступившим. Вас Новым годом. Здоровья вам. Душевного спокойствия. И мирного неба над головой. За сим позвольте откланяться. Будем тут готовиться к встрече Нового года. И увидимся в Новом году. Всем спасибо за внимание. Всем пока.